О, добрый день. Привет. Откуда будете? Я уже забыл чуть. Екатеринбург. Точно. Я с Киева. Точно. Помните? Точно. Понял. Вопросик есть к вам такой интересный. Давай. Значит, у меня вопрос по древней карте. Я недавно видел карту. Древняя карта. Какая карта? Питера Пикарта. Какая карта? Питера Пикарта, он издал карту в Москве. На заказ, собственно, царского... Что за карта? В общем, Я на не ней... силен. Смотри, Питер Пикарт издал карту в Москве, на которой есть, значит, часть московского государства. Кто такой Питер Пикарт? Кто такой Питер Пикарт? Значит, это нидерландский гравер, большую часть своей жизни который работал в России, Российской империи. На кого работал? На царя Какого царя? российского. Ну, имя, фамилия, отчество. Или фамилия. Но если он издал в 1705 году, то какой царь? Знаешь, какой царь? Знаешь, какой царь правил в 1705 году? Ну, догадываюсь. Ну вот скажи, какой? Вот догадываюсь. Петр Алексеевич, да, наверное? Романов, который, да? Конечно. Вот. И он прямо на него работал, да? Прямо на него работал. О, он его из Голландии привез? Он много кого привозил на самом деле. Он он вообще обучен был? Да, конечно, это ж гравер. Так он издал карту «Московское государство», где написано. Скажи, почему «Московское государство»? Выясним, обучен ли он был быть картографом? Есть такая профессия картограф. Я ж тебе говорю. Нидерландский гравер, большую часть жизни, который работал в Российской империи. Конечно, он обучен. Да. Ну да. Он обучался искусству гравирования в Голландии. Прям в Голландии. Потом был нанят на работу России Петром I в Амстердаме еще. Ну и, собственно, приехал вместе с царьком назад в Москву, когда уже, Петр уже рубил окно в Европу, так сказать. И вот он нарисовал карту, на которой написано «Московское государство». Скажи, почему «Московское государство»? Потому что он был, наверное, князем. Что? Ну, знаешь, князем был. Каким князем? Это князь московский. Это карта, понимаешь, карта? Новгородский, псковских земель. Это карта, на которой написано «Великое...» Это княжество московского, да? То есть есть Речь Посполитая, а есть Московское государство. Не перебивай, я же уточняю. Ты же культурный европейский человек. Ну. У тебя же на заднем плане там это вот культурные люди. Вот, ну, так что ты скажешь? Почему Московское государство? Не перебивай меня. Я же уточняю вопрос. Да ты уже полчаса уточняешь. Вопрос. Подожди, уточняющий. Сейчас я тебе покажу. Как ты думаешь, есть карта Московской области? Нет, это не Московская область, это все государство. Подожди, я тебе задал уточняющий вопрос. Как ты думаешь, есть карта Киевской области? Смотри, вот написано. Слушай, ну давай мы остановимся. Часть Московского государства. Видишь? Написано. Я вообще ничего не вижу. Не видишь? Не? Вот написано там. Да не вижу я. Не? Нет. Не? Смотри, можешь сам загуглить, если не видишь. Написано часть Московского государства. Дальше Великое княжество Литовское. Дальше Польша. Дальше вот здесь тут регионы. Украина вот есть. Червонная Руссия. Червенная Руссия. Это возле Львова. Это русское воеводство. Вот. Да, я знаю. Да. Вот, собственно, Русь, а вот, собственно, Московское государство. Почему так? Московская область. Какой области? То есть ты мне хочешь сказать, что область это занимает всю территорию, собственно, вот этой Московии? Ну, то есть, я не знаю, как тебе показать. Я не знаю, что ты мне показываешь. Карту тебе. Ссылочку мне кинь, я пройду по ссылочке и посмотрю, что это мне Ссылочку, если ты знаешь, четырехлетки нельзя кидать, тебя забанит четырехлетка. Я тебе не забанить не буду, обещаю. Ты ж не думаешь, что мы все такие глупые здесь? Обещаю, ну кинь мне, блин. Не, московиту верить на слово, это себя не уважать. Нам с
могу общаться, если ты мне не веришь. Собственно, ты мне не веришь. Смысл в том, что ты можешь сам взять и проверить, понимаешь? Ты мне кинь ссылку, я не знаю, За- сколько ты берешь. А, давай я тебе Да, напишу что название. открою? Давай название напишу. Ну, давай. Напиши название. Так, пишу название гравера, собственно. А, это гравюра? Гравера. Нидерландского. Гравюра. Ой. Сейчас. Опа, вот так. Пикает Пита, видишь? Что это такое Пикард, Питер? И чё? Ох, смехи годи. Так, вот смотри, я нашел в архив, зашел. Сейчас, я тебе прям скину этот, понял? Скину прямо название карты, ты можешь ее в архиве найти. Вот. Смотри. Я уж без тебя тут ищу. Смотри, вот, я тебе скидываю. Опа. Пикард. Что, ты скинул, да, что-то? Да, скинул тебе вот наводку на архив. А там вот Великого княжества Литовского неправильно написано. Ну, ничего страшного, вот еще. Там все как бы верно. Великого княжества Там Литовского. неправильно написано Королевство Польского, Великое княжество Литовского. А дальше что? Чертеж. Нет, там Литовского неправильно написано. Все правильно написано. Не написано. Правильно Великого княжества Литовского, русского. Руського и Жематийского. О, видишь, Это полное название, а тут сокращение. молодец, Литовского. видишь, но значит здесь в чем-то кроется подвох. А, в чем? Так, что вот здесь? Давай. Мне выбрало королевство Польского Великого княжества. И что? Карты Королевского Польского Великого княжества. Ну, смотрите, тебе надо написать вот то, что я тебе скинул. Ты можешь написать, и тебя вот выбьет архив с этой картой. Ты можешь посмотреть. Какой архив? Как называется архив? Архив называется... Орг? Да. Архив Орг. Ага. Так. Архив Орг. Интернет. Ну, что там? Ну, Королевство Польского Великого княжества Литовского, чертеж. Ну и? И что там на месте Московии? И что там на месте Московии? Ну, так поляки называли не российское государство, а Московия, и что? Я же тебе только что прочел, что это Питер Пикард лично с Петром Первым поехал в Москву и сдал для него собственную эту карту. Восточное. Балтийское море, Восточное озеро. Был нанят на работу в России Петром Первым в Амстердаме в 1698 году. Ничего не видно. Там все видно. Да не видно. Да, все отлично, смотри. Да, Тут вот пытаюсь увеличить. Что тут надо сделать, чтобы увеличить? класснуть на нее и еще раз класснуть. Вот. В деталях Класс. можешь посмотреть. Вот. Так. Все видно? Тверь, вот, Рожок. Северская. Видишь? Так. И где написано воеводство Новгородское, вижу. Так. Море какое? Черное море. Ну, что тут непонятно, не говорю? Что? Вот видите, воеводство это типа как бы области, как ты говорил. А само государство называется московским. А что там внизу вот под масштабом написано? Что под масштабом написано? На дни. Где? Так. И где написано так, Великий Польский. Так. Что тут? Немецкий. Ну, что тут? Один трид какой-то. Так, и что? Ну и что? Молдавия. А Молдавия как в те времена называлась? Молдавским княжеством. Неправильно. А как? Как называлась Молдавия? Ну как? Ну как? Великое княжество Молдавское, Валашское, Трансильванское, да, наверное, так? Валашская. А тут Молдавия. Валахия, Молдавия здесь. А что отдельно-то вот тут написано? Валахия, Молдавия. Ну, так что? В чем проблема? Топташи. Так, и что где здесь? Крым. Давай посмотрим. Что там с Крымом? Что там с Крымом? Так и написано Крым.
Крым, да? Крым. Да. Керчь. Часть Малой Кава. Тартарии. Где Тартария? Все на месте. Какая Тартария? Часть Малой Ну, Тартарии, да? Крымское ханство, да, это часть Малой Тартарии. Это часть Малой Тартарии, да? Это что? Ну так было? что там с московским государством? Московское. Что тут? Дырство. А что такое дырство? Это сокращение государства. Дырство. Это сокращение государства. Видишь, написано государство. Государство. Я не вижу, что государственное пишу. Ну это сокращение. И всё. Подделка польская. Ты за Пикарта хоть посмотри, кто это такой. Тверь, Ржев, Клин. Так. И что я должен тут еще посмотреть? Нет, ты должен ответить, почему московское государство. Ага. И окраина. Не, Украина. Украина. Это, знаешь, такое понятие диграф оу. Украина, да? Не-не, оу, диграф, знаешь, что такое? Украина. Диграф оу пришел еще из русского часу, ну, то есть русского времени, когда Русь Воеводство. была. Что за воеводство? И диграф оу, у вас есть алфавит московский 16 века, где вот этот диграф как раз таки позначается. Это у. Да? Киевское воеводство. Да, это как области, как ты говорил. Ага. Львовское воеводство. Волынь. Нижняя. Ну. А ты мне там про Червоную Русь еще что-то говорил, да? Так возле этого, возле воеводства Львовского, там червенна тоже диграф оу, то есть Руссия. Червонна. Видишь, Украина, да? там такое О и с ушками. Это У. Это Оу диграф, понимаешь? Потому что есть здесь Украина. вот есть Луцкое воеводство, на самом деле Луцкое. Луцк место. Вот Луцк у нас тоже с диграфом пишется. Видишь, вот Луцк. Он пишется через диграф Оу. Ты можешь, Подолье, да, Подолье вижу. ты ошибочно можешь прочитать как... Нет, а Украина, она как? Что это, государство или что это? Ну, это пережиток гетьманщины, собственно. А что это такое? Украина написано. Ну, Украя, граница. Не, это через диграф, а это У означает. Я же тебе только что объяснил. Ты можешь загуглить за диграф Это же не Оу. государство, это какое-то, скажем, Урал. Не, ты слышал про Бахчисарайский... Не, извиняюсь, Бучацкий. Есть воеводство Новгородское, Сиверское. Бучацкий мирный договор. Ты слышал о таком? О, слышал, да. Там вспоминается украинская держава, собственно, украинское Там панство. вообще никакой державы украинской. Ты чё? Есть, конечно. Бучацкий договор можешь посмотреть. Так ты можешь ответить мне за московское государство? Между кем и кем? Московское государство можешь ответить? Я говорю, между кем и кем был? Ну ты ответишь, и я отвечу за себя, хорошо? Подожди, между кем и кем был договор? Ты ляпнул что-то? Хорошо, смотри, я тебе отвечу, но ты сразу же после меня ответишь на мой вопрос. Подожди, согласен? Ты ляпнул какую-то ерунду. Ты согласен? Украинцу нельзя верить. Ты согласен? Они все врут. Хорошо, тогда мы тебя добьем московским рублем Петра. Что это такое? Что? Что там написано? Где? Даже на тебя не смотрю, я все еще на карту смотрю. Ты на карту? Что за монета? Да. А что за монета? 1700 какого года? 707 года. Московский рубль. Ой, год. А кто изображен на этой монете? Петр, все тот же Петр Алексеевич. Это Петр Алексеевич. И что там написано? Московский рубль. Это рубль московский. А кто его напечатал? Петр Алексеевич. Где? В Москве, где же еще? В Москве Петр Алексеевич напечатал. Да. Московский рубль, да? Еще Москва тогда была. А вот смотри, червонец еще. Червонец вот в Москве. Рубль Петра Первого, да? 1707 год, да. Петра Первого. Да, конечно.
Прямо так написано московский рубль, да? Да, 1707 года можешь посмотреть, 714 года Так. можешь посмотреть, и все остальные можешь посмотреть. А до него кто рубли печатал? Да, там пытался печатать Алексей Михайлович, но не получилось чуть. Там чешуйки ходили еще. Какие у вас рубли? У вас А кто чешуечки. печатал-то? У вас вот такие, я тебе даже покажу, какие у вас были монеты. А давай гривну посмотрим. Подожди, вот Давай ваши, гривну посмотрим. вот ваши рубли. Сейчас, подожди, у меня слетел. Гривна. Вот, ваши рубли до Петра Алексеевича. Вот, до Гривна реформы. Петра Алексеевича. Что там написано? Давай. Так что, ты ответишь за московское Подожди. государство, дорогой? Подожди, давай гривну посмотрим Петра Не Алексеевича. подожди, ответь за московское государство. Ты чё, блин, начал меня перебивать? Подожди, московское государство, давай. Гривна. Никаких гривен не было. Были рубли, были алтыны, были деньги, все татарское, в общем-то. Чё ты, подожди. А теперь ответь мне за государство. Московское на карте Как это не было гривны? не было. Смотри, Не было. смотри, При Петре Алексеевиче не было гривен. великого князя. Были рубли. Подожди, была гривна. Подожди. Серебро. А теперь московское государство. Не сливайся. 525 год. Не сливайся. Подожди, Смотри, я тебе сливаюсь. еще червонец вот Московии. Смотри. Московия вот. Продают Видишь? гривну. Видишь Московия? Продают гривну. Видишь Московия? Червонец. Гривна написано. Гривна, блин. Так, гривна монета Ох. 1689 года. Да. Гривна монета. В общем, Ой-ой-ой. смотри, тебе нужно сначала ответить на все эти вопросы для себя самого, понимаешь? Это понимаешь, что ты не захочешь признавать то, что ваше государство никакой не Русью, не российским, не русским не называлось до Петра Алексеевича. Не было такого государства русского. Было московское государство, что, собственно, Петр Алексеевич показывает на своих монетах, на своих картах. И знаешь еще где? Есть еще московские ведомости, не московские, а эти ведомости московского государства. Вот я при тебе гуглю, это газета, первая газета на Московии, которая издавалась тоже Петром Алексеевичем. Все один период. Так, ведомости московского государства. Тоже я хочу показать тебе, пока ты совсем не слился. Вот, чтобы вот, нашел. Просто загуглю, сейчас, загуглю, значит, я ведомости московского государства, и мне показывает первую вашу газету, которая называется «Ведомостями московского государства и окрестных стран». То есть московское государство, а есть другие какие-то. Вот ответь мне, как так? Как так? Где русское? Видишь? А? Зачем ты мне звук убираешь? Ну, потому что ты перебиваешь. Ты же не захотел отвечать на московское государство. Да, я тоже против тебя буду санкции. Тоже тебе звук Ну убираю. хорошо, тогда вот, когда ты вот почитаешь за это все, за вот это московское государство, за монеты, за карты, за все, что указывает на то, что вы московское государство, я еще не привел ряд документов, где вы называете московским государством, это Столбовский договор, это памятники дипломатических отношений с Персией, это ваши собственные законы ваши, там 1649 год, первое уложение, московское государство миллион раз вспоминается. Не привел тебе еще миллион доказательств из этих же ведомостей, где все ваши войска называются московскими, по-своему московские, московское государство и так дальше. Миллион просто упоминаний, понимаешь? Что вы есть Московия. Никакого отношения вы к Руси не имели, не имеете, не будете иметь, как бы вы ни пытались примазаться. Вот когда ты проанализируешь все эти данные, тогда ты для себя, у тебя можешь схватить какой-то приступ. Как бы ничего страшного. Для московитов это даже полезно. Давай, железобетоном. Ну що, сподобалось відео? Тоді не забувай підписатися на мій YouTube, Telegram, Instagram, а також за можливості підтримати мене на Patreon чи за реквізитами, що знаходяться в описі під відео. Дякую. Слава Україні!